Всем привет! Меня зовут Ксения, и сегодня я хочу предложить связать вам вот такое платье для зайки в стиле тильда. Вяжется оно просто, сложностей в нем нет. Сначала мы свяжем верх платья, потом соединим наше вязание в круг, дальше свяжем длину платья и нижний волан, а затем присоединимся и уже свяжем средний и верхние воланы. Если вам нравится такая моделька платья, приглашаю связать его вместе со мной. Для вязания такого платья я взяла пряжу 3 цветов. У меня это Yarnart Jeans. Верх платья я буду вязать спицами номер 2,75, а низ спицами номер 3. И так как у меня нет круговых спиц таким размером, я взяла чулочные. Еще я возьму крючок номер 3, им я буду закрывать петли. Также мне понадобятся пуговицы. Я взяла диаметром 1 сантиметр, ножницы, ну и, возможно, кому-то понадобятся маркеры для вывязывания реглана. Итак, для начала наберите на спицу номер 2,75 42 петли и провяжите 3 ряда лицевыми петлями. Я провязала 3 ряда лицевыми петлями. Теперь я эту нить отрежу и присоединю нить светлого цвета. Так как у платья будут планки, то первые и последние петли, не включая кромочных, мы будем вязать лицевыми петлями во всех рядах, и в лицевых, и в изнаночных. Итак, вяжем первый ряд реглана. Я первую кромочную эту провяжу, чтобы ввести новый цвет. Итак, вяжем 4 лицевых планки, 1, 2, 3, 4, 2 лицевых спинки, 1, 2. Теперь делаем воздушную петлю. Сначала вот таким образом, 1 лицевая. И после нее вяжем уже вот такую воздушную петлю. Далее 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И опять делаем сначала вот такую воздушную петлю. Здесь вы, кстати, можете вешать маркеры перед регланной петлей. Дальше лицевая. И теперь делаем вот такой, как бы против часовой стрелки. Дальше вяжем 14 петель переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И опять делаем воздушную петлю. Вяжем регланную петлю, 1 лицевая, то есть, и опять делаем воздушную петлю. Дальше у нас идет 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И снова делаем воздушные петли перед регланной петлей. Лицевая. И теперь вот такое. И 2 лицевых спинки. Еще я в этом ряду свяжу петличку под пуговицу, так как она у меня небольшая пуговичка. Я сделаю следующим образом. Провяжу сначала 2 лицевых, сделаю накид и 2 вместе лицевой и кромочная петля. Первый ряд реглана связали. Дальше изнаночный ряд. Все петли вяжем изнаночными, кроме первых и последних петель.
4. Кромочную снимаем, лицевая. Накид вяжем так, как он лежит, чтобы у нас образовалась дырочка. Еще 2 лицевых. И теперь все петли вяжем изнаночными петлями. А воздушные петли, которые мы провязывали, накидывали, мы будем вязать скрещенными. Так как вот эта петля лежит вот так, мы ее провяжем за переднюю стенку. Дальше кромочная, и эту петлю мы провяжем за заднюю стенку. Это для того, чтобы у нас не образовывалась дырочек. Если хотите, чтобы у вас были дырочки, то вяжите, как они лежат. И все, и так до конца ряда. Не забываем последние 4 провязать лицевыми. Вот опять у нас воздушная петля. Провязываем ее за переднюю стенку, а вторую за заднюю. Так довяжите до конца ряда. Второй ряд реглана. Кромочную снимаем, 4 лицевых планки. 1, 2, 3, 4. Так как в предыдущем ряду мы делали здесь прибавку, соответственно, теперь у нас будет 3 лицевых спинки. 2, 3. Вот она, наша регланная петля. Делаем воздушную петлю таким способом. Провязываем регланную петлю. Теперь вот таким способом. Дальше идет уже 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять делаем воздушную петлю, лицевая регланная, воздушная петля. Теперь у нас 16 петель переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Дошли до регланной линии. Опять делаем воздушную петлю, лицевая, и теперь опять воздушная петля. 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять делаем воздушную петлю, провязываем регланную петлю и опять делаем воздушную петлю. Дальше 3 лицевых спинки и 4 лицевых планки. 1, 2, 3, 4. Провязали второй ряд реглана. Весь реглан мы вывязывать на видео не будем. Я оставлю, как всегда, схему реглана в описании под видео. А вторую петличку я сделаю где-то в конце, то есть нашего верха. Ну, я обязательно ее укажу, пропишу в схеме. То есть у меня будет всего 2 их. Свяжите реглан самостоятельно. Я сейчас его провяжу и вернусь к вам.
Итак, я закончила вязать реглан. В этом ряду мы отделим рукава от переда и спинки. Я делаю бросовую нить в иглу и вяжем следующий ряд. Кромочную снимаем, вяжем 4 лицевых планки. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем до регланной линии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11-ю регланную петлю я тоже забираю в спинку. Теперь беру иголку с бросовой нитью и снимаю петлю рукава на нее. Также до регланной линии. Регланную линию в рукава не забираем. Так, я пересняла петли, завязала здесь узелок, и теперь наберем 5 петель воздушных подреза следующим образом. 1, 2, 3, 4 и 5. И теперь продолжаем вязать до следующего рукава. Эту петлю первую я провяжу скрещенной, чтобы у меня было меньше здесь дырочки. Подтяну ее, потому что все равно, когда здесь провязывается обычный лицевой, как она лежит, здесь потом образовывается сильная дырочка, как бы ее не подтягивали. И теперь петли переда вяжем также лицевыми, а петли рукава второго переснимаем на вторую спицу. Я довязываю петли переда. Вот она у нас регланная петля. Мы ее забираем также наперед и снимаем петли рукава. Все точно так же. Пересняли. Теперь также делаем 5 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем этот лицевой ряд до конца. Так, 4 петли планки. И следующий ряд вяжем все изнаночные петли. Петли подреза вяжем скрещенными изнаночными петлями. Три, 4. Дошли до петель подреза и вяжем за переднюю стенку их. Итак, довяжите этот ряд до конца. Следующий провяжите один лицевой и еще один изнаночный.
То есть нам нужно довязать вот этот изнаночный, потом лицевой провязать и еще один изнаночный. И мы с вами встретимся. В этом ряду нам нужно соединить наше вязание в круг. И я буду одновременно переходить на спицы номер 3. Для удобства я вот эти 5 петель, то есть кромочных у нас теперь не будет, перенесу на отдельную спицу. Так, я перенесла вот эти 5 петель, то есть 4 планки и 1 кромочную на дополнительную спицу. Теперь будем вязать следующим образом, то есть нам нужно соединить. Складываем вот так. Беру спицу номер 3 и подхватываю сначала на этой спице петлю, а затем на вот этой, на второй. И провязываю их 2 вместе. Так. Угу. Снимаю с обоих спиц эти петли. И опять и так нам нужно провязать 5 петель. Так, 2, 3, 4 и последние 5. Все, наше вязание мы соединили в круг. Теперь будем вязать лицевыми петлями, распределяя одновременно, но если вы так же, как и я, вяжете на чулочных спицах, где-то по 18-19 петель на спицу. Вот это у нас будет началом ряда. Сюда, кстати, можно маркер повешать. Распределите вязание по спице, провязывая лицевыми петлями этот ряд. Итак, провязала ряд лицевыми, распределила вязание, значит, на 4 спицы. И теперь следующий ряд мы провяжем изнаночными петлями. Это для того нам нужно, чтобы потом присоединиться к изнаночному ряду, чтобы вывязать волан. Провяжите этот ряд изнаночными петлями. Итак, провязала я изнаночный ряд. Теперь мне нужно провязать лицевой гладью 3,5 сантиметра. Я сейчас провяжу этих 3,5 сантиметра, вернусь и скажу, сколько у меня получилось рядов. Итак, провязала я 3,5 сантиметра, у меня это получилось 12 рядов. Сейчас я эту нить отрежу, присоединю нить более темного цвета. Сначала я ей провяжу изнаночный ряд, а потом 12 рядов лицевой гладью. Это у нас, так скажем, будут основы под наши первый и второй волан. Провяжите эти ряды самостоятельно. Третий волан мы будем вязать вместе. Сначала 1 изнаночный, потом 12 рядов лицевой гладью. Итак, довязала я вторую часть, вторую основу волана. Нить я отрезала. Теперь я присоединяю темную самую нить. И здесь мы начнем сразу вывязывать наш волан. Для этого
делаем в каждую петлю прибавку. Из одной петли мы будем вывязывать 2. То есть сначала за заднюю стенку провязываем, петлю не снимаем, и теперь за переднюю, и теперь снимаем со спицы. И так до конца ряда. В каждую петлю делаем прибавку. Затем, когда я провяжу ряд прибавок, я буду вязать просто лицевыми петлями 4,5 где-то сантиметра. Я сейчас ряд с прибавками провяжу, а потом я провяжу 4,5 сантиметра лицевой гладью, и я вам скажу, сколько у меня получилось рядов. Если вы хотите, чтобы волан был еще более пышный, можете после этого ряда сделать прибавки через одну. То есть чем больше прибавок, тем соответственно пышнее смотрится волан. В общем, я сейчас завяжу и вернусь. Итак, после ряда прибавок я провязала вниз еще 15 рядов. То есть волан наш состоит ровно из 16 рядов. Сейчас я возьму крючок, закрою на этом волане петли и начнем вывязывать уже второй и первый волан. Ну что ж, я закрыла петли. Волан пока наш закручивается, но потом, когда мы постираем платье, отгладим, оно уже так не будет закручиваться и будет лежать ровненько. Приступим ко второму волану. Можно к первому, тут, естественно, значения не имеет. Для начала нам нужно поднять петли. Поднимать будем не вот эти, которые прям их хорошо видно, а между ними. Потому что если мы поднимем вот эти петли, свяжем волан, и вот эти у нас будут видно дорожки. Итак, теперь просто поднимаем вот эти петельки. Поднимите все петли на спицы. Я подняла петли, и давайте этот ряд провяжем лицевыми петлями, так как здесь я пробовала, неудобно делать сразу прибавки. Поэтому я решила один ряд здесь сначала провязать лицевыми петлями. Провяжите этот ряд лицевыми. Итак, провязали лицевой ряд. Теперь, как говорится по старой схеме, мы свяжем ряд с прибавками в каждую петлю, а затем 15 рядов лицевой гладью. То есть точно так же, как мы вязали первый волан. Нижний. Верхний волан будет вязаться точно так же, как второй.
Итак, провяжите сейчас ряд с прибавками, затем 15 рядов лицевой гладью и закройте петли. Потом присоединитесь к верхнему волану, вот к этим верхним зубчикам. И свяжите также ряд лицевой, ряд прибавок и лицевой гладью 15 рядов. Итак, низ платья я связала. Также я связала уже рукав один, пришила его. Вот так это выглядит. Подняла петли рукава на спицу. Теперь беру нить коричневого цвета, оставляю достаточный хвостик, чтобы нам потом пришить немножко. И провяжу 2 ряда лицевыми петлями. Провяжите 2 ряда. Я провязала 2 ряда. Теперь беру крючок и буду закрывать петли. После того, как я закрою петли, я также, когда буду отрезать нить, оставлю хвостик для того, чтобы мне пришить рукав. Итак, я закрыла петли, вывернула платье наизнанку, вставила иголку, нитку в иголку, и теперь буду пришивать не за вот эти петли первые, которые воздушные были подреза, а вот на ряд ниже. И аккуратно пришью наш рукав. Так, и вот здесь подхвачу. В принципе, этого вполне достаточно. И теперь я перемещусь сюда иголочкой, здесь ниточку закреплю и отрежу. Так. Вторую сторону рукава я пришью точно так же. Ну что, мое платье почти готово. Я также уже пришила пуговички. Мне осталось его постирать, отгладить хорошенько, отпарить. И, в принципе, платьишко будет готово. Спасибо, что связали вместе со мной. Хорошего настроения. Если понравилось, подписывайтесь. И до новых встреч!